Я приветствую вас, представители знака зодиака Дева, на канале Таро Инспирационы. Таро расклад. Весна 2025 года. В месяца март, апрель, май. Давайте узнаем, что случится или произойдет, и в какой сфере жизни вы будете принимать смелые решения до конца весны. Давайте заглянем с вами в будущее. Что вам важно услышать или узнать на указанный период, или что ведет к переменам, с чем это связано. И первую карту, которую мы с вами достанем, у нас сегодня колода ангелов-хранителей. Добрая очень колода, поэтому будем добрее и милосерднее к самим себе. Конечно, жизнь наша не бывает полностью предсказуема. Ну и расклады, будем говорить, останемся реалистами. И вы как раз реалисты. Не обязательно, меня смотрят люди разные, из разных стран. Не обязательно, что это обрисует вашу ситуацию. Все равно у каждого есть свои нюансы. Но я надеюсь, тем не менее, подсказки будут, или мы с вами проведем приятное время. Итак, первая карта. Мы так ее достанем и назовем. Что же случится и в какой сфере жизни вы будете принимать важные, смелые решения? Может быть, менять что-то. И вторая карта, что будет меняться? Или какая тайна откроется? Может быть, как неожиданности, которые в этот период будут. И мы достанем три карты, это как события ближайшего будущего. Прежде хотела отдельно по месяцам, на март, апрель, май, потом решила нет. Все же вот этот период весенний возьмем в общем, а поскольку мы все разные, ближайшее будущее это может быть буквально день-два, уже оно наступает, а у кого-то оно может растягиваться и 1,5 месяца, и 2. Это тоже не такое далекое где-то будущее или месяц. И 3 карты следующие отдаленного будущего события. Вот давайте узнаем, что же там как событие будущего в целом. 6 карт. Поближе и подальше. В чем риск будет следующая карта? Имеется в виду, ну что-то может быть не прошляпить или к чему быть осторожным и внимательным. Следующая карта, что вам придется адаптировать или организовывать, или какую сферу жизни. И последняя карта у нас будет как карта совет, где, в чем наводить порядок вам придется. Контролировать, иными словами. Итак, ваша миссия. Правда, мои дорогие девы? Карта Стелла, ну или звезда, это как выбор правильного направления лет на 10-20, как по Плутону. Это те отдаленное будущее, назовите это мечтой, назовите это ваша цель. Почему я сказала миссия? Это, ну, наверное, даже если пусть это высокопарно звучит или пафосно, но это каждый из нас рождается и приходит на Землю для того, чтобы исполнить что-то свое. Или, может быть, произвести что-то свое, или какой-то вклад в человечество, может быть, и так. У кого-то это просто будет проигрываться как ваш какой-то план действий, который на далекий период времени. Это как конечная цель, к которой вы идете. А для кого-то это может проиграться, ну, более банально, да, если что, вы будете менять. Может быть, конкретная история любви у кого-то. Вот иногда по аркану Стелла проигрывается, по аркану звезда, извините, э, как отношения на расстоянии. Для кого-то может проиграться желание сменить сферу деятельности, потому что когда выпадает звезда, это все то, что пространство, вселенная, эфир, интернет и, наверное, вот эти новые цифровые технологии или искусственный интеллект. Пусть это даже где-то сфера финансов, да, но которая тоже с новыми технологиями пересекается. Это перемены, это то, к чему мы готовимся на далекий период времени. Мы хотим идти в ногу, опять же, со временем. Какие-то инновации, технологии вы можете изучать, потому что видите в этом свою перспективу. С другой стороны, это карта вдохновения, безусловно. И еще, когда нам говорят «нет, ничего невозможного». Вера сама по себе прописана по этой карте и удовольствие от жизни, удовлетворение от жизни. Поэтому сам по себе период весенний для вас может открывать какие-то далекие перспективы. И будьте внимательны не упустить свою мечту. Вот так вот как-то. Давайте посмотрим, что же в неожиданностях может быть. Еще один старший аркан. Знаете, когда выпадают старшие арканы, это не все зависит от вас. То есть не упустить эту возможность, это будет очень важно. Мы часто думаем, ага, вот сейчас что-то складывается хорошо, окей, значит и завтра я вот сейчас подумаю, а потом приму более правильное решение. А на завтра возможности нет.
Не упустите время. Нулевой аркан в этой колоде, обратите внимание, если в основном мы привыкли, называется шут или дурак. Мечтатель, мои дорогие, и ангел, как будто стоит за спиной, охраняет. Это мы мечтатели, в хорошем смысле этого слова, потому что когда мы хотим осуществить свою мечту, или мы имеем намерение, какую-то цель, опять же, мы словно дети. Это первые шаги, мы не знаем, как поступить. Или мы тогда внимательны. С одной стороны, это, конечно, воодушевление, начало, потому что нам хочется этим заниматься, нам хочется это развивать. Но предстоит нам пройти какой-то путь, и мы не можем просчитать наверняка последующие шаги. Да, конечно, будет карта говорить о доверии, если вы действительно верите, что ваш проект осуществен. Если вы верите в себя, то нет ничего невозможного, и буквально тогда, как протекция, вам ангелы помогают, высшие силы. И у вас две карты, которые говорят о том, что ангелы высшей силы, ну, стоят как на страже вашей миссии, или то, чтобы вы исполнили свое желание, намерение, чтобы вы были счастливы, по сути дела, так. Но, конечно, когда как неожиданность, если мы рассматриваем эту карту, ну, самому не плашать все же нужно, потому что ребенок бежит за бабочкой, и это какой-то, как сила желания, да, выпадает, а тем не менее не смотрит под ноги. Поэтому мы себя должны сохранять. Да, здесь вам, видимо, на протяжении весны будут складываться не единожды такие ситуации, когда, возможно, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, в каком я смысле? Может быть, для кого-то, допустим, те перемены, которые происходят вокруг вас, кто-либо воспринимает, знаете, слишком болезненно. А для вас именно в этом будет какой-то выход или добрый путь, доброе начинание. Поэтому не застрять, допустим, или не зависеть от мыслей чужих или от восприятия мира чужого. А вот вы поставили сами свою цель, идите своей дорогой. Обе карты об этом. И в этом и перемены, и ваши смелые решения. И это еще одновременно выбор направления на долгий период времени. Это надежность, это уверенность, это новое качество жизни. Вот какая-то глобальная перезагрузка у вас может быть в течение весны, март, апрель, май. Два старших аркана. Давайте посмотрим события ближайшего будущего. Ну, когда четверка воздуха или четверка мечей выпадает, это мы всегда приводим мысли в порядок и куда-то не торопимся. Нам нужно что-то передумать. Может быть, где-то подстроиться под ту реальность, которая присутствует. Быть реалистом, безусловно, в течение ближайшего времени определенно стоит. Поэтому подмечать, что говорят люди, перепроверять информацию и собственные, может быть, мысли где-то привести в порядок. Какая-то стратегия прошлая нам вряд ли тоже поможет. В связи с теми переменами, которые присутствуют вокруг вас, приходится вносить коррективы и в свои где-то планы тоже. Может быть, иметь план А, план Б, план С. Что я буду делать, если что-то меняется, а перемены, они уже неизбежны, нам об этом сказали. Но или, значит, не основываться на каких-то табу. Может быть, вы уже как отработали какой-то, ну, до автоматизма свой рабочий шаблон. А здесь, значит, перемены могут быть в работе у кого-то, да, и вам придется адаптироваться к новому коллективу, например, или к новому руководителю, к новым законам, положениям, приказам, или пусть это будет касаться личной жизни, и вы намереваетесь куда-то переехать, значит, там тоже каким образом вы будете адаптироваться, или вы хотите осуществить, вот, да, или переезд, или цель, намерение, опять же, каким образом воспользоваться той ситуацией, которая происходит вокруг вас, или какие возможности для вас будут открываться. И, скорее всего, вот эта продуманность, может быть, и будет много времени, да, когда вы так вот не спеша можете что-то обдумать. Но, я бы сказала, и будет тот период, когда не будет этого времени достаточно, потому что два старших аркана, тут события идут немножко сами по себе. Поэтому и уделить внимание, может быть, здоровью, кстати. Но, видимо, то, что касается документов, вот я часто говорю, когда выпадает, это рыцарь земли так выглядит. Это один из самых медленных рыцарей в колоде, и часто это когда мы ждем документов или бумаг, каких-то важных согласований. То есть регламент, по сути дела, который мы не можем, но мы не можем его
перепрыгнуть или не учитывать. Мы организуем свою жизнь по-новому, и поэтому вам придется действительно организовывать что-то по-новому, возможно, и терпеливо, но выжидать, именно если мы говорим про регламент, документы или какие-то важные согласования, ответы, да, или упорядочивать свою жизнь, может быть, по части финансов где-то вам придется уделять внимание материальной составляющей, или для того, чтобы куда-то осуществить переезд, уже тоже наверняка заранее знать, чем вы будете заниматься. Не должно быть какого-то просчета, понимаете? Но вы люди, которые прочно стоят на земле, те, которые очень работящие. Вот это ваше доброе качество, его нужно перенести с собой, где бы вы ни находились. Будь то это новый коллектив, будь то это какая-то новая сфера вашей занятости, будь то это новая страна, новая местность, новый менталитет. Или это то, что вы хотите только создать. Но вот есть еще такой момент по этой карте — детализация, потому что и едет этот рыцарь медленно, потому что нет мелочей, что-то крупное складывается из мелочей. Может она, эта карта, еще говорить о том, что ну как-то поступательными движениями решай одну проблему последовательно, потом вторую, потом третью, и не пытаясь вот одним махом все как перемахнуть. Поэтому какая-то детализация или последовательные шаги, они вам будут помогать. Продвижение есть. Ну, кто-то может и ничего не предпринимать. С одной стороны, это всегда выбора карта. Выбора, но иногда еще и прокрастинация, вот конкретно и прописана. Поэтому не анализируй слишком, вот о чем говорит карта. Только в том контексте, как я сказала, или регламент, или какая-то конкретика. Но первая карта, она нам говорит привести мысли в порядок, но мы можем и расслабиться, поэтому у кого-то будет желание расслабиться именно потому, что, может быть, с начала весны для вас что-то складывается хорошо, и нам уже может казаться, ага, идет по накатанной, так же оно и пойдет и дальше. А ситуация требует вашего контроля и, скорее всего, смелых решений. Мы ведь об этом говорили с вами. Поэтому не анализируйте слишком. Всегда, когда мы чересчур много думаем, мы можем, ну, как соскользнуть в ненужную глубокую философию. А для вас центральная карта говорит, все лежит на повестке каждого дня. Давайте отдаленные события посмотрим. А ведь и правда, смотрите, еще один старший аркан. И это время подведения итогов. Вообще по этой карте это карта мира. Поэтому у кого-то мир, согласие буквально, да, меня смотрят люди, опять же, из разных стран, и где-то не все спокойно, где-то война. И вроде бы и есть предпосылки к тому, что вот эти действия военные завершатся, но пока, по крайней мере, я делаю этот расклад, это только предпосылки, пока нет какой-то конкретики. И мы, наверное, все ожидаем, что более стабильным будет наш мир или будет наш покой где-то, и воцарится, может быть, взаимопонимание. Хоть и говорят, худой мир лучше доброй ссоры, но это правда. Иногда все же мир начинаешь ценить, особенно когда ты понимаешь, что определенная доля опасности, она как дамоклов меч над тобой не висит. Поэтому, мои дорогие, у кого-то, может быть, переезд, кстати, связан с тем, что мне нужно переместиться в безопасное место. Ну, немножко отойдем от этого, потому что это карта праздника, мои дорогие, или подведение итогов. А для тех, кто хочет переехать, правда, у вас, может быть, в течение весны дело сдвинется с мертвой точкой. И даже если была какая-то пауза, ну вот так вот последовательно, постепенно, шаг за шагом вы будете идти к своему намерению или к своей цели. И в конечном итоге итог вы этот получите. Но будьте внимательны, может быть и правда есть смысл подготовиться, у кого-то просчитать некоторые недостающие моменты вашего переезда, или для кого-то из вас, это если мы говорим подведение итогов по аркану мир, это все равно какой-то элемент перезагрузки, потому что карта может говорить, ситуация в мире тоже будет меняться, поэтому план А, план Б, план С, что я буду делать, если что-то идет не так, например, да. Я вот задумал или задумала один какой-то план, ну, коррекцию я вношу, да. А если вот вообще каким-то образом ситуация изменится,
Вот тот запасной аэродром или запасной план неплохо бы иметь, потому что в конечном итоге ваша какая-то цель должна быть достигнута, и корректировать планы вам, скорее всего, придется. Но праздник или какие-то возможности, важные решения, подписание бумаг. Или если вы приходите к выводу, что вам необходимо что-то изучить, обрести, ну, как дополнительные навыки, профессию, иметь в своих руках, тогда у вас это получится осуществить. Вы начнете, может быть, в начале весны изучать какое-то ремесло, а ремесло нам и дает устроиться в любой точке мира, потому что когда мы умеем что-то делать своими руками, это точно без куска хлеба с маслом мы не останемся. И, может быть, для кого-то вы раздумаете, а стоит мне этим заниматься, стоит мне это изучать. Определенно стоит, потому что вы себе скажете спасибо, у вас будет хороший итог. Пусть это в отдаленном будущем, пусть это, к примеру, май даже, да, но вы останетесь довольны. Будет у вас, скорее всего, и поддержка, потому что королева воды или королева кубков, как мы называем, это карта любящего человека. Это тот, который нас на уровне чувств, тот, который искренне нас воспринимает. Это тот, который альтруист, кстати, тут так и прописано. То есть это не те люди, которые нас уважают или любят за что-то, да, условно любят. А, пока есть интерес, вроде любят, интерес закончился, ну и забыли. Нет, здесь карта именно искренних отношений. И у кого-то из вас, правда, вопросы личной жизни, вопросы семьи, может быть, связаны с детьми для людей семейных, ну или самые разные моменты личной жизни могут проигрываться как какой-то праздник или когда вы достигаете задуманного, или вот этот праздник может быть с вашей семьей, или с вашими близкими, он будет, или он состоится в течение, может быть, отдаленного будущего, но это то, что вас будет дважды, мои дорогие, радовать. Это дорога к счастью, по сути дела, так. Но для этого совершенно необходимо действительно словно изменить направление или корректировать ваши планы. Вам придется. И рыцарь мечей, рыцарь воздуха в этой карте нам и говорит, как будто мечом указывает. Да, ты думал или думала, что ты будешь делать или поступать одним каким-то образом, но тут, скорее всего, нам придется переиграть какую-то ситуацию, или мы узнаем какие-то новые нюансы, или появятся новые детали. И поэтому не бойся менять свою жизнь. Вот об этом говорит карта. Ведь по этой карте именно карта интеллектуального человека. Где-то это ваш интеллект. Это как высшее знание. Поэтому что такое высшее знание? Это не то, что есть наше сознание или какой-то отстоявшийся уже или нам привычный шаблон, а когда мы должны поступать как-то иначе. И тогда вот праздник в вашей жизни определенно будет. Где-то это нам приходится адаптироваться тоже, мои дорогие, потому что мы настроились на что-то одно, а здесь нам как будто говорят, да нет, в одной руке у нас вроде бы и букет, но направление есть и другое, поэтому вы достигнете свою мечту или свою цель, но себя перестраивать вам тоже придется, мои дорогие девы, где-то в отдаленном будущем. Ну, может быть, это вторая половина апреля или, может быть, даже вторая половина мая. Мы все разные. В чем риск? Давайте узнаем, откроем карту. Вообще, это карта будущего. Ну, может быть, застрять в одной точке или не захотеть ничего менять. И там говорят, будь объективным. Визуализируй, кстати, свою мечту. Конкретно по этой карте у нас корабль, один из символов Меркурия. И это как исполнение желаний. И если мы верим в это желание, мы его исполним. Если мы верим в свою мечту, значит, мы найдем 1001 способ это осуществить. Но где-то карта будет подсказывать, если мы говорим, в чем риск. С учетом вот выпавших, например, карт на ближайшее будущее. У кого-то из вас, мои дорогие девы, может сложиться такая обстановка, что, ну, может быть, еще, к примеру, начало марта не так быстро развиваются события, и вам может показаться, что ну все, я застрял или застряла, или какие-то обещания, но они ни к чему не приводят, или попытки ваши изменить что-либо, они как-то тоже пока не выстраиваются в какую-то логическую последовательность, да, и мы можем разувериться в своей мечте. И тогда карта говорит, ты только верь.
Если ты веришь, это произойдет. А потом вот нам как раз и говорят, что очень быстро будет меняться. Или как раз эта возможность и появляется внезапно, но нам и самим приходится не плашать и вносить коррективы. Поэтому у вас на кону будущее, но все развивается, может быть, с учетом внешних каких-то договоренностей, внешних событий, может быть, даже ситуации в мире. Я такое могу допустить. И эта ситуация будет оказывать влияние на законы, на какие-то приказы, на какие-либо положения или на какой-то тоже регламент. И мы можем где-то уже разувериться, ах, ничего не получится. И тогда карта говорит, нет, у тебя конкретно на кону будущее в течение весны. Давайте мы с вами узнаем, что же вы будете организовывать свое солнце или адаптировать. А вот по части, кстати, себя адаптировать, это правда, потому что карта Солнца, и у вас, кстати, очень интересно, у вас выпадают две карты старших арканов. Это обе карты выбора правильного направления. Солнце нам говорит о направлении, это ближайшие 6-8 месяцев. Поэтому приготовьтесь ближайшие 6-8 месяцев, как и корректировать собственные планы, так и себя самого адаптировать к какой-то внешней обстановке, так и организовывать свою жизнь по-новому. Но это еще и карта эго, и поэтому мы можем застрять, кстати, вот в этой прокрастинации, потому что мы ждем чего-то своего, мы уже себе создали какой-то план, мы не хотим его корректировать или, ну, как-то не очень есть к этому предпосылки, мы не хотим, может быть, искать какую-то информацию, что же, может быть, предпринять кардинально иное, чтобы цель была достигнута, а мы все ждем, что именно наши какие-то планы прежние сработают. А нет, тут все же активность, она проходит. Но у вас на кону, мои дорогие, карта Солнца– это карта успеха, карта энтузиазма. Но то, что мы можем что-то передумать, переиграть или в связи с новыми открывшимися возможностями или с какой-то внешней ситуацией. Вот это Солнце, карта радости, карта счастья, карта новых перспектив, которые вы в последующем переложите на более далекую дистанцию. Вот именно этому нужно уделить внимание. Давайте откроем следующую карту. Если мы говорим, в чем вы будете, как совет или наводить порядок, ну, наверное, все то, что я где-то сказала по тройке жезлов, да, в чем риск? Не разувериться в самом себе или подвести как под какой-то знаменатель прежние ваши методы воздействия, может быть, или работы, или решения вопросов. Тут у каждого по-своему. По сути дела, восьмерка воды или восьмерка кубков нам говорит, ты решайся и выходи. Выходи вот на этот путь действий, по сути дела. Потому что если мы ну, не выходим навстречу судьбе, ведь ничего не происходит. И, может быть, где-то верь в себя. Для кого-то из вас карта напрямую будет говорить, что вот как этот человек, он идет налегке, обратите внимание. Нет никакого добра. Или, может быть, я могу так предположить, у кого-то это будет проигрываться с переездом, может быть, быстрый переезд, потому что, ну, именно или сейчас, или никогда. И такое я тоже могу предугадать. Пусть это не для всех, но у кого-то так проиграется. Но все же больше добрая карта, когда говорят, мы должны сделать выбор. Или мы ищем выбор из какой-то сложной ситуации. И этот выбор мы находим. Поэтому если мы готовы идти вперед, если мы готовы где-то не прокрастинировать, не застревать или корректировать свои собственные прежние шаблоны, то и тогда ангел выходит вам навстречу. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.